Привет, привет! Меня зовут Людмила и с вами Таро в потоке. Сегодня мы с вами сделаем такой разбор, что он решил насчет вас. И у нас сегодня будет только одна позиция, да, для более такого глубокого просмотра. Поэтому, конечно же, мои дорогие, слушайте сигнификацию. Значит, что буду сигнифицировать? Ситуацию между вами. Что между вами вообще происходит, из чего состоят ваши отношения, чтобы вы себя узнали. И, конечно, дальше мы посмотрим первое. Чувство человека к вам, да, что он вообще, собственно, испытывает, что он думает о вас. И, конечно же, что он решил насчет вас. То есть сначала мы на сигнификации посмотрим ситуацию, да, почему такой вопрос возникает, собственно говоря, ну и уже разберем, да, все детально. Итак, начинаем. Что между вами вообще сейчас происходит? Мгм. Так, ну смотрите, здесь, возможно, ваши отношения как-то завязались на работе. Ну, то есть в любом случае рабочие взаимоотношения или коллеги, или так или иначе вы друг к другу обращались, да, там по каким-то рабочим моментам. Вот, сейчас секундочку посмотрю, чтобы звук писался. Значит, здесь ситуация бездействия мужчины. Очень так вот смотрите, как показывает, интересно, да? Вы жезловая королева, которая показывает себя очень сильной, очень такой, знаете, стремительной женщиной действия. Вы умны, умеете принимать решения какие-то серьезные в своей жизни и сами себя обеспечиваете. Возможно, вы не замужем, да, то есть вы свободная дама. Если же вы, то есть здесь об этом не говорится, да, просто даю варианты. Если вы замужем, то скорее вы ведете свою семью, скорее вы зарабатываете, да, то есть вы своего мужа как-то особенно не воспринимаете. Но здесь в основном будут свободные женщины, да. Значит, вы пытаетесь подобрать ключик к загаданному мужчине. Ощущение, что отношений как таковых не было, да, или они только-только начинаются, только складываются, и вы вот пытаетесь как-то то здесь его отворить, то тут его отворить этими ключиками, да, и никак не можете подобрать. Значит, вы достаточно открытый человек, вы себя как-то демонстрируете открыто, свободно, показывая, вот я такая, да. А мужчина здесь идет по магу, то есть мужчина манипулятор, мужчина, который хотел бы управлять ситуацией, да, управлять вами в этой ситуации. Человек, у которого всегда скрыты его мысли, да, и остается какой-то еще, знаете, дополнительный повод к этим отношениям. То есть обычно люди, да, нравятся друг другу и сходятся. А у этого человека есть еще что-то, да, ну окей, она мне нравится, но еще дополнительно я хотел бы, ну не знаю, там переехать в ее квартиру, ну к примеру, да, и может быть это и не так, но у него как будто бы есть еще какая-то задумка дополнительная насчет вас. Значит, мужчина здесь бездействует, и у вас складывается ощущение, что он манипулирует этим бездействием вами. Вроде вы нравитесь друг другу, вы идете друг к другу на контакт периодически, да? Но как только вы начинаете включать вот эту жезловую королеву, то есть действовать в сторону мужчины, он сразу занимает позицию испуганного зайчика, который никуда не идет, не бежит, ему в принципе ничего не нужно. Вот, значит, здесь
ощущение того, что вы догоняете мужчину, он убегает от вас, а когда вы успокаиваетесь и, ну, собственно, ну, принимаете ситуацию, да, ладно, тебе не надо, значит, и мне не надо, а мужчина начинает вас провоцировать. В этом вы видите его манипуляция. Мужчина может быть, первое, разведенным недавно, или, допустим, от него могла уйти жена, то есть мужчина мог остаться с детьми на руках, да, или же даже если без детей, он получил какую-то травму от ее ухода, или она его выгнала. То есть здесь в его жизни была какая-то ситуация, связанная с браком, да, которая его очень сильно травмировала. Или этот мужчина сейчас женат, но его отношения с женой его настолько травмируют, что он постоянно хочет уйти от этой женщины. Вот, значит, вы об этом знаете, потому что так или иначе как-то вас связывает работа. Но не вижу я, девчонки, здесь близких отношений. Я имею в виду, что не вижу сексуальных отношений, не вижу близости и не вижу долгих отношений. Здесь ощущение такое, каждый из вас живет какую-то свою жизнь, да, и вот вы на работе время от времени видитесь, вы могли бы быть вместе, потому что здесь идет притяжение друг к другу, но мужчина, видя вашу симпатию, начинает какие-то манипуляции выкаблучивать, вот, а вы открыто готовы к построению отношений с ним. То есть вы ему показываете, что я как бы готова, я жду каких-то действий с своей стороны, ну, а он в это время тихенько как бы отмалчивается в сторонке. Да, ну, я не знаю, я не решил. Да? Или конкретно такой разговор происходит, или он действием, что, скорее всего, показывает, что он что-то там не решил, к чему-то не готов. Там нечего вам предложить. Ну, вот такая здесь ситуация показана. Вот. Хорошо. Если узнали себя в этой ситуации, двигаемся дальше. Что загаданный мужчина чувствует к вам? Что он к вам чувствует? Так, вот смотрите. Основной лейтмотив его чувств – это страх того, что вы его все равно бросите. Вы и вообще ваша сила жезловая ему кого-то напоминает очень сильно. Скорее всего, ту женщину, которую его травмировала. Она тоже была такая активная, она была яркая. Он вообще боится ярких, активных женщин и боится, когда женщина начинает его завоевывать или показывать свое расположение. У него сразу включается вот этот момент. Значит, та меня бросила, это тоже меня обязательно бросит. Меня используют и выбросят на помойку. То есть вот почему-то у него сразу включается этот страх. Значит, вы этому человеку очень сильно нравитесь. Очень сильно нравитесь. И у него присутствуют фантазии о любви, фантазии о совместной жизни с вами. Но он пытается сразу же, как только эта фантазия возникает, взять себя в руки, знаете, эту фантазию вот так в кулак и куда-то подальше затолкать. Он прям работает над собой, чтобы не думать о вас в этом ключе. Понимаете? Вот. Значит, у него четкая позиция. Как только я растаю, как только я расслаблюсь, проявлю свои настоящие кубковые чувства к ней, она тут же выжмет меня до последней капельки, да, и выбросит. Все равно она меня бросит, потому что априори этот человек считает, что он вас недостоин. Он считает, что вы очень крутая. Да? Вы крутая, вы сильная, вы
женщина-огонь, женщина-движение. А он маленький, такой, знаете, вот он чувствует себя никчемным человеком, человеком, который должен прожить маленькую жизнь, который не может заработать, который не может ничего женщине предложить. И разве я, вот такой, какой я есть, могу быть интересен женщине, говорит он. То есть у него почему-то очень уничижительное отношение к себе самому. Вот. Значит, и поэтому он априори думает, что если что-то между вами начнется, вы разочаруетесь в нем. Вы увидите его настоящего и скажете: фу, какой тюфяк, какая мямля, да, мне такой не нужен. И бросите. Поэтому он боится начинать. Он боится начинать. Вы очень сильно... Что такое? Прям как будто не дает говорить. Значит, вы очень сильно нравитесь этому человеку. Очень много именно, знаете, каких-то таких эротических желаний. Вы ему очень нравитесь как женщина, да? Эротических желаний. Очень много возникает импульсов в вашу сторону, когда вы находитесь рядом. И человек ужасно боится влюбиться по-настоящему. Это достаточно зрелый человек по своему возрасту, да, и он прошел некую ситуацию, некий путь в своей жизни, который стал для него негативным опытом. Вот именно негативным опытом. Прям дает говорить, слушайте, интересно. Вот, значит, и сейчас этот мужчина пытается не влипнуть снова. Не вляпаться и не влипнуть, сказала одним словом, да? Не вляпнуть получилось. Вы ему очень нравитесь. Он испытывает сильное притяжение. У него появились какие-то мечты о будущем с вами. У него очень серьезное отношение к вам, как к женщине. Он вас и уважает, и хочет, и эмоционально как-то уже прикипел. Но страх возвращения какого-то прошлого, повторение некой ситуации, потому что вы очень сильная, вы очень достойная, а он чувствует себя маленьким, недоросшим, да, человеком, который никогда до такой высоты не допрыгнет. Вот этот страх перекрывает все, потому что здесь это звучит буквально так: она мне очень нравится, я постоянно о ней думаю, я испытываю сексуальное желание, я испытываю вообще желание что-либо начать серьезное, да, толкнуть ситуацию дальше. Но я так боюсь, что она меня бросит. Я уверен, что такая женщина меня бросит 100%. Я уверен, что я ее разочарую. Я уверен, что я не тот, кто ей нужен. Вот такие чувства у него. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, что же он решил насчет вас, да, раз чувства у человека имеются. Что же он решил насчет вас? Собирается ли он как-то действовать? Или все быльем порастет? Некоторые мужчины, знаете, так долго думают, что женщина уже успевает и замуж сходить, да, и 3 детей родить, пока он там придумает, что все-таки можно. Хорошо, что он решил насчет вас? Надо же. Угу. Так. Человек решил выходить из бездействия. Он говорит себе о том, что он слишком долго страдает и болеет от своих предыдущих отношений. То есть, может быть, он в своей жизни уже упустил каких-то тоже достойных женщин, да, не выстроил с ними отношения именно потому, что он боялся. И вот наступает такой период его жизни, когда надо принимать какие-то решения. Он сейчас понимает, да, что нужно двигаться в вашу сторону для того, чтобы быть счастливым в будущем, потому что вы ему очень нравитесь. И по его представлениям, да, вы можете составить ему очень хорошую пару, вы можете быть счастливы, вы можете действительно построить семью,
да, какие-то вот серьезные, настоящие отношения с уважением друг к другу, что для него очень-очень важно. Ну, потому что у него здесь, видите, какое отношение к себе. Здесь сильно заниженная самооценка. При том, что мужчина может быть вполне адекватный, такой приятный, хороший и, в принципе, даже перспективный. Он просто сам в себя не верит. Вот. Значит, мужчина решил выходить из бездействия, выходить из состояния длительного сна такого, да, то есть он воспринимает свое состояние рядом с вами, то, что он не вашим, не нашим, да, дергания какие-то в вашу сторону, типа того, что вот я как замер, я как будто бы уснул. Теперь мне надо расчехляться, теперь мне надо, значит, восставать из пепла и, наконец-то, начинать действовать. Значит, что он решил? Выходить из бездействия и начинать какие-то осторожные действия в вашу сторону. Да? Я бы сказала, по завоеванию вас. Но у вас здесь существует проблема. Значит, вы с этим человеком, может быть, на какие-то рабочие темы ругались. Да? Какое-то у вас было недопонимание между друг другом, и он боится на это натолкнуться. Он боится натолкнуться на какой-то ваш характер. Вот он говорит, у нее характер. Она такая вся жезловая, да, она такая активити, и, соответственно, как бы она может мне и трендюлей, значит, вдогонку отвесить. Поэтому действовать надо очень осторожно. Он поэтому и говорит, вот чтобы мы не поругались, чтобы я не нарушил каких-то границ ее, да, я должен действовать очень осторожно. Здесь мужчина будет действовать в вашу сторону очень осторожно, может быть, какими-то намеками, но это уже не просто подмигивание глаз, да, это уже какое-то приглашение или какое-то объяснение, может быть, с его стороны, да. Значит, безусловно, у него существуют психологические проблемы, да, рожденные некой травмой. Он все время боится разочаровать и разочароваться. И поэтому, вот знаете, здесь такой испуганный зайчишка, что я не знаю, как действовать вам. Он будет делать шаги, но если вдруг эти шаги вам не понравятся, вы ему покажете свое разочарование, он опять убежит в норку. Понимаете? То есть он вас куда-то пригласил, и вы такая, ой, слушай, я в этот день не могу. Да, я в этот день не могу, у меня там какие-то дела, давай как-то как-нибудь в другой раз. Да? То есть вот стоит вам сказать такую неопределенную фразу, все, больше он действовать не будет. Он сразу спрячется в каморочку свою, в норочку свою, в ракушку свою для того, чтобы вот там отсидеться. Почему? Потому что у него сразу возникает ощущение, что вы что-то не хотите, я ее разочаровал, я ее не туда пригласил, я не то сделал, все, ай-яй-яй, ужас какой, я спрятался. Ну вот здесь такой мужчина. Да? Я не скажу, что это мужчина плохой, но почему-то вот он какой-то травмированный, да, очень сильно. Он прям боится сделать шаг, он боится попасть в просак. Вот. Значит, действия будут, но сразу же идет вот, ну, некий совет, как себя вести. Да, если вы хотите этого мужчину все-таки охомутать, да, вам нужно, конечно, быть очень осторожной тоже. То есть с его вот этой такой ранимой психикой странной, да, хрупкой, согласиться, сказать, да, конечно, давай как бы вот в это время с тобой поужинаем, пообедаем и так далее. Вот. Вам не нужно быть слишком активной, вам нужно позволить этому мужчине быть мужчиной, потому что он все время чувствует себя, ну, каким-то, знаете, там, младшим сотрудником в семье или какой-то прям недооцененным человеком. Нужно дать ему возможность проявить мужские качества. Вот. Значит, дальше, что он еще решил? Он решил, что нужно делать какие-то шаги для того, чтобы понять
возможно ли с вами построить серьезные отношения, о которых он мечтает и которые он ждет. То есть, по сути, у него есть серьезная потребность. Первое – в любви. Второе – в выстраивании именно отношений. Отношений между мужчиной и женщиной. Бытовых отношений, помощи друг другу в решении вопросов, понимание друг друга, да, и сексуальных плюс ко всему этому. Вот. И он как будто бы сказал себе: не попробуешь, не получишь, да. Если ты так и будешь отсиживаться, ты никогда не узнаешь, да или да нет. Вот. И он сейчас принял вот это решение, да, двигаться в вашу сторону во что бы то ни стало. Даже если дьявол произойдет, даже если окажется, что она страшный человек, что она там как-то что-то не соответствует, или что я ей не нравлюсь, что я не соответствую, разочарую ее и так далее, все равно стоит попробовать. Но вот это стоит попробовать здесь с таким испугом принимается, что прям удивительно, если честно. Вот, значит, еще он боится, что вы узнаете какую-то тайну о нем, тайну о его жизни, тайну о том, что он что-то сделал или что-то вам недорассказал о себе, да. Вот. Почему-то вот он боится обнародования этой тайны. Вот. И еще он говорит, как будто если она эту тайну воспримет нормально, да, вот я ей расскажу о том, что произошло, если она это воспримет нормально, вот тогда мы с ней действительно будем жить как голубь и голубка, да, как шерчика с машерчикой. Вот почему-то у него существует такая внутренняя проблема. Значит, безусловно, человек решил двигаться в вашу сторону осторожными маленькими шагами, постоянно проверяя, как он вам, нравится, не нравится, да, его шаги устраивают вас, не устраивают. Это все очень пугливо, это все очень на грани какого-то фола будет существовать, но человек будет двигаться к вам. Его вот эта позиция убежавшего мальчика, да, она сменится действиями, предложениями. И, соответственно, человек будет пробовать вас на вкус, если так можно сказать, да, как будто бы это какая-то проверка. Я понимаю, что вам уже все эти проверки, наверное, надоели, да, вы скажете: господи, мы взрослые люди, ну что ты как дитё неразумное. Ну вот он такой, вот вы выбрали такого мужчину, вот что тут можно поделать? Вот он такой, он видит вот так это все. Соответственно, действовать он будет и будет как будто бы посмотреть, знаете, будем посмотреть. То есть сделал шаг, смотрит на вашу реакцию, сделал следующий, смотрит на вашу реакцию. Но у него серьезные намерения. Человек хочет с вами отношений и семьи. И, к сожалению, да, в его голове это выглядит именно так. То есть женщина должна просоответствовать, она должна пройти какую-то мою внутреннюю проверку. Она не будет жесткая, эта проверка, да, это проверка скорее от его неуверенности в себе, да, насколько он вам нравится, насколько вы готовы с ним куда-то идти. Вот, двигаться будет, но полностью не уверен в себе и полностью считает, что он вас недостоин как император, хотя хотел бы. Я хочу стать ее императором, я хочу, чтобы наши отношения перешли в серьезную фазу, в официальную фазу, он говорит. Хорошо, давайте посмотрим на совет для вас вообще. Что же вам в этой ситуации посоветуют карты? Почему-то мне Монара маякует. Значит, смотрите, с этим человеком у вас могут получиться
красивые, любовные отношения с выходом во что-то очень такое красивое и серьезное. И, конечно же, да, вам советуют следующее. Двигаться в его сторону, то есть правильно реагировать на его действия, не действовать самой ни в коем случае, а дать мужчине действовать, да, и правильно реагировать на его действия. Быть очень осторожной, не выпячивать себя, не пытаться показать свою силу, а скорее нужно показать кубковость свою маленькую девочку, которая тоже наверняка чем-то ранена, да, показать, рассказать. Человек здесь вас куда-то, возможно, пригласит, будет некий разговор, и в этом разговоре расскажите о своей слабости. Расскажите не о том, как вы, пробиваясь сквозь будни, да, тащите на себе там своего ребенка или тащили на себе там долгие годы мужа. Расскажите о своей слабости, о том, что болит внутри вас. Покажите этому человеку маленькую девочку внутри себя. Он это воспримет как доверие, как некий акт доверия в его сторону. Он почувствует себя сильным рядом с вами и уже будет более уверенно действовать. Вот. Значит, совет, да, не выпячивать себя, а показать свою слабость. Следующий совет. Здесь, понимаете, есть какая-то проблема в сексуальной сфере у этого мужчины. Я бы трактовала это не как проблемы со здоровьем, а как то, что у него очень давно не было секса. Понимаете, очень давно не было отношений с женщиной. Он очень боится этого. Он очень боится оказаться с вами в постели и не оправдать ваших ожиданий. Значит, поэтому не рассчитывайте на многое. Здесь карты нам говорят, да, то есть как-то более трепетно к нему отнестись. Если в ближайшее время, да, вы дойдете до близости, дойдете до того, что вы останетесь вот в таком положении наедине, не ждите каких-то, ну, скажем так, умопомрачительных побед над вами. Да, этот мужчина будет скромным, стеснительным и не покажет себя в первый раз, да, вот во всей своей красе, потому что, ну, реально очень давно не было женщины у него, вот он прям чувствует себя таким отшельником, одиноким человеком, и он боится этой близости, и он уже забыл, как это все делается, и что за женщина, и что это такое вообще. То есть у него существуют все эти страхи. Поэтому не рассчитывайте на многое и не думайте, что это все, на что он способен. Как только человек расслабится, привыкнет к вам, как только, ну, знаете, как начнет есть с руки, да, как говорится, он проявит себя совсем по-другому. Потому что мужчина здесь на самом деле жезловый король. То есть он знает, как понравиться женщине, и он знает, я имею в виду в сексе, да, и он знает, что нужно делать. Просто у него существуют какие-то затыки в голове на сегодняшний момент конкретно. Поэтому если вы будете вести себя правильно, здесь вот во всем сегодняшнем раскладе, да, звучит эта мысль, что женщина должна вести себя правильно, должна позволить мужчине быть жезловым королем. Она не должна его опустить, она не должна его унизить ничем, ни словом, ни действием. Да? Она должна быть девушкой, она должна быть женщиной. Это не то, что вы должны там вообще молчать, да, его бояться в ответ. Нет, просто не надо быть жезловой королевой. Не нужно. Нужно быть очень женственной, очень мягкой, принимающей, послушать человека, показать свою слабость и позволить ему взять на себя мужскую роль. Вот если вы это сделаете, здесь возможно очень такое серьезное развитие. Вы все равно будете главной в отношениях. Вы все равно будете главной в дальнейшем вот показывать, да, если вы прислушаетесь к совету. Вы будете главной в отношениях, вы рано или поздно возьмете его там за грудки и за жабры, да, и начнете выводить в тот образ, который вам нужен. Но пока, да, нужно создать для человека пространство, чтобы он смог к вам подползти,
да, и почувствовать себя настоящим мужчиной. Вообще вы с этим человеком очень друг к другу подходите, у вас схожие энергии, просто он забыл о том, что он жезловый король. Забыл, понимаете, давно у него не проявлялись все эти качества. Вот, ему нужно ради кого-то жить, ради кого-то делать какие-то действия. И вы вполне под это подходите. Вполне подходите. Главное не спугнуть на первом этапе. Потом, когда вы станете ближе, уже можно показывать себя во всей красе. Он уже не испугается. Но на вот этом вашем первом этапе не надо весь свой характер демонстрировать. Немножечко мудрости, немножечко терпения. И, возможно, с этим мужчиной будет какое-то очень интересное и красивое развитие. Ну, вот так нам сегодня все показали, мои дорогие. Благодарю вас за ваше внимание. Вот такой сегодня получился разбор. И, как обычно, хочу вам пожелать только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. И для тех, кто еще не знает, у меня есть новый канал. Он называется Людмила Шпакова в потоке. Под каждым видео есть ссылочка на этот канал. Переходите, пожалуйста, туда, подписывайтесь. И вы сможете смотреть мои видео разные, да, разные разборы, расклады ежедневно. Один день на этом канале, другой день на втором. Приглашаю вас стать моими подписчиками. Благодарю вас еще раз. Пока-пока.